Евросоюз только что сделал ставку, от которой уже нельзя откатиться назад. В Совете ЕС согласовали пакет, который одновременно заливает Киев деньгами и в то же время аккуратно обходит по самому больному месту российскую нефтяную артерию. Речь идет о кредите в 90 миллиардов евро. Это не помощь на месяц, а двухлетняя финансово-военная подпитка Украины на 26-27 годы, уже одобренная Европарламентом и оформленная как общий долг ЕС под будущие репарации с Россией. Деньги разбиты на две крупные линии, около 60 миллиардов на оборону и вооружение, около 30 миллиардов на закрытие дыр в бюджете и базовую работу государства от выплат до инфраструктуры. Первый транш в Брюсселе планируют отправить уже в конце мая, начале июня. То есть Европейская комиссия фактически запускает режим поддерживать Киев любой ценой, пока фронт не посыпался. Но самое интересное в этой истории не сумма и не красивый ярлык солидарности с Украиной, а то, кто и на каких условиях выпустил тормоза. Венгрия и Словакия неделями держали ЕС в заложниках, блокируя одновременно и 90-миллиардный пакет, и 20-й санкционный удар по России. Формальный повод был один – нефть по трубопроводу «Дружба» и гарантии, что венгерскую и славянскую экономику не вырубят ударом по российским поставкам. После январского удара по «Дружбе» и остановки потока сырой нефти именно Будапешт и Братислава превратились в последний бастион для Москвы в Брюсселе, связывая запуск новых санкций и кредита Киеву с возобновлением транзита. Чтобы понять, почему они так уперлись, нужно вспомнить недавние политические катастрофы в самой Венгрии, поражение Орбана на выборах, новый курс, но старые зависимости, дешевое российское сырье по трубе и страх перед ростом цен на топливо внутри страны. Именно поэтому Будапешт сначала заблокировал кредит, доведя переговоры до того, что ЕС был вынужден выносить схему финансирования Украины в режим расширенного сотрудничества без участия Венгрии, но с политической ценой раскола единства Союза. Параллельно Словакия заняла место нового Орбана и открыто заявила, 20-й пакет санкций против Москвы будет заблокирован, пока Брюссель не даст письменной гарантии по дружбе. Перелом наступил в момент, когда трубы снова ожили. Украинская сторона сообщила, что трубопровод «Дружба», по которому идет российская нефть в Европу, может возобновить работу. А в ЕС тут же заговорили о скором позитивном решении по замороженному кредиту. На этом фоне новый венгерский кабинет дал сигнал: как только нефть пошла, вето снимается. Структура сделки выглядит цинично просто. Украина фактически разрешает транзит российской нефти, то есть дает Москве продолжать зарабатывать на сырье, а в обмен получает многолетнюю финансовую подпитку от ЕС, которую сами европейцы рассчитывают потом выбить из России в виде репараций. Но именно в 20-м пакете санкций спрятан самый неудобный для многих вопрос. В первоначальных обсуждениях Брюссель шел к жесткому запрету на морские услуги для российских танкеров и усилению удара по теневому флоту, попытки перекрыть Москве обходные маршруты поставок нефти по морю. Однако под давлением стран, завязанных на дружбу, обсуждения повернули так, чтобы ударить по российскому экспорту на море, но оставить критически важный трубопроводный транзит в Европе живым. Отсюда и борьба Будапешта и Братиславы за исключение. Итоговая конфигурация, о которой говорят европейские источники, санкции на морскую логистику и теневой флот усиливают, но ключевой риск для Венгрии и Словакии – трубопроводная нефть либо выводят из-под запрета, либо закрывают политическими гарантиями. То, что раньше выглядело как чистое противостояние Запад против России, сейчас уже складывается в более тревожную картину. Одновременно с расширением санкций ЕС де-факто соглашается сохранить жизненно важный поток российских нефтедолларов, если это обеспечивает единство Союза и лояльность восточноевропейских членов. Для Киева это прагматичная сделка, доступ к 90 миллиардам и продолжение боевых действий на выносливость. Для Москвы шанс пережить очередной пакет санкций без полного удушения экспорта. Для европейцев игра на грани, где экономическая реальность побеждает публичную риторику. Но самое опасное в этой истории не текущие договоренности, а то, что происходит за закрытыми дверями. Когда трубопровод снова запущен и деньги пошли. Какие неформальные обещания даются Москве? Какие красные линии рисуются для Киева и что на самом деле обсуждают послы ЕС, когда официальные камеры уже выключены? Об этом в ближайшие недели будут судить по утечкам, колебаниям рынка и новым условиям вето, за которыми могут скрываться совсем другие
ставки. Последим. Если последим вместе, не забудьте подписаться, пишите, что думаете, история интересная. То есть всем все дали, продолжайте, если я правильно понял. А вы как поняли?